Всем привет! Не так давно вышло видео, где я сравнивала две книги «Как мы учимся» и «Как научиться учиться». И у меня были абсолютно разные впечатления от этих книг. И как раз-таки я была в восторге от книги «Как научиться учиться». На тот момент я лишь ознакомилась с ней, то есть достаточно поверхностно так прочитала, она меня впечатлила, я ее советую, я ее по-прежнему советую, но я более детально ее разобрала, я более внимательно ее прочитала, как видите, в общем, проработала так тщательно и обещала как раз-таки поделиться более подробным мнением. Собственно говоря, что я и делаю. Потому что книга хороша, и она достаточно насыщена. Но дело в том, что при первом чтении у меня закралось какое-то подозрение. Мне показалось, что мне кажется, что со структурой что-то немного не так. Когда я начала вдумчиво читать, я поняла, что да, мне не показалось со структурой книги что-то точно не так. Мне кажется, что это должны были быть две книги. То есть здесь у нас автор разделяет все на 6 глав, таких 6 стратегий, которые хорошо складываются в такую единую систему, которая проработана, которая задевает все стороны обучения. Это все очень хорошо, особенно если вы занимаетесь самообучением. Вам очень поможет эта книга, потому что она сможет организовать все процессы. То есть здесь затрагиваются и эмоции, и память, и то, как нам нужно это все организовывать, как организовывать практику и так далее. То есть это такая большая глобальная система. Но кажется, что автор настолько в теме, то есть он настолько много знает, что его прям распирало, и он как будто общие сведения о том, как мы учимся, вкраплял в каждую тему. То есть ты читаешь о цели, но у тебя почему-то какие-то вообще другие практики, другие советы, ты не понимаешь, а к чему это? Это полезно, очень классно, но почему она делает в этой главе? В общем, вот такое ощущение, что ему сказали, что тебе нужно вот такую структуру придумать, это сейчас модно, это сейчас полезно, тебя точно прочитают, но из-за того, что у него было гораздо больше знаний, чем вот эта самая структура, он как-то, в общем, знаете, так рассыпал все свои знания по этой книге. Из-за этого, во-первых, перенасыщение идет, потому что очень много полезного, очень много интересного, очень концентрировано, очень не структурировано, то есть при том, что структура есть, но она не очень структурирована. Как мне кажется, вы постоянно отвлекаетесь на какие-то немного сторонние темы, и у вас немножечко кашется из-за этого в голове. Соответственно, я сегодня как раз-таки хочу поделиться вот той частью, которая структурирована. Пройтись по главам конкретно, что он советует, вы можете подчеркнуть какие-то вещи, сразу их применять, что я люблю вот в книгах, что если, в общем, можно сразу пойти и применить, это волшебное. Это не все такие книги, а здесь это как раз есть. А вот то, что дополняется, я буду со временем рассказывать, потому что это немного не по теме. Если я в этом видео буду все рассказывать, то видео будет бесконечно. Так что начинаем. Первая глава – это ценность. То, что мы не ценим, то, что нам не интересно, мы не запоминаем, мы не делаем и так далее. У нас у всех для всего есть какая-то ценность. То есть то, что нам интересно, то, что нас зацепило, то мы делаем, то нам нравится, то мы будем запоминать и так далее. То есть наш мозг так устроен, что то, на что нам все равно, оно проходит мимо, так как у нас и так очень много различных стимулов на нас падает. И для того, чтобы их все-таки как-то систематизировать, чтобы как-то отметать часть, чтобы не перегрузить наш мозг, он выбирает только то, что ему нравится. Это логично. Но автор нам говорит о том, что ценность не приходит просто так. Очень редко бывает, что какой-то появился интерес, и он такой, знаете, огонек раздувает ценности, что вам это становится интересно, для вас это становится ценно, какая-то информация, какие-то люди, какие-то события, еще что-то. Вот. Но относительно знаний мы должны специально создавать ценность. То есть вы должны посидеть, подумать и придумать ценность для себя. Он предлагает вот какие такие методики для того, чтобы повысить ценность входящей информации и вообще того учения, которое вы хотите постичь или навыка, который хотите освоить. Это, конечно же, банальное вознаграждение, если вы говорите себе о том, что я вот сейчас это сделаю, и в конце я что-то себе дам, как-то себя вознагражу. Это тоже работает, это тоже очень простая такая технология, которой мы достаточно часто пользуемся, что из серии «я сейчас посижу, сделаю уроки, тогда я могу пойти погулять». Это работает. Дальше это как бы продление своего интереса. То есть у вас появился маленький интересик, и если его специально не раздувать, он может и загаснуть. То есть вы можете подогревать свой интерес, посмотреть с разных сторон, посмотреть какие-то вариации. То есть
как бы расшевелить свои внутренние какие-то чувства, эмоции, и тогда, возможно, ценность у вас появится. А следующая стратегия или метод, который он советует, это притягивание актуальности для собственного опыта. То есть у вас есть какое-то учение, какая-то наука, что-то вам, в общем, нужно выучить. И вы пока не понимаете, как вообще с этим быть, нужно немножечко изучить эту тему и понять, как вы можете применить это для своей жизни. То есть как это будет для вас. Что полезно вы можете оттуда вытянуть, что оно сделает для вашей карьеры, для вашей жизни, для вашего общения. Неважно. Если вы найдете хотя бы маленький кусочек того, что актуально лично для вас, что полезно лично для вас, все. Вся наука обретет ценность для вас, потому что это будет актуально, и мозг будет как бы легче цепляться за всю эту историю. Следующее, что вы можете сделать, это отпустить себя, поискать. Потому что каждая, как бы, какая-то большая наука, какой-то большой навык, еще что-то, он имеет тысячи проявлений, тысячи направлений, как вы можете это делать. Если вы немножечко дадите себе поискать, посмотреть, там, почитайте какие-то книги, просто по Википедии переходите по ссылкам, посмотрите, что вообще, что с чем связано, какие есть эффекты, какие есть направления и так далее. В общем, скорее всего, вы найдете что-то личное для себя, опять-таки. То есть вы найдете именно то, что нравится конкретно вам, и все, вся область заблистает уже совершенно другим светом. И в целом, то есть ценность помогает вам найти мотивацию, она, в принципе, провоцирует мотивацию и провоцирует такую длительную внутреннюю мотивацию, то, чего мы хотим, потому что внешняя мотивация – это что-то такое непостоянное, это то, что зависит от множества вещей, то есть она может пропадать, может нет, а внутренняя мотивация – это самое лучшее. Плюс улучшается понимание, потому что то, что нам интересно, в том мозг гораздо легче, быстрее разбирается, и плюс это гарантирует запоминание, потому что то, что важно, то запоминается. Следующая глава у нас идет про цель. Мы всегда должны понимать, куда мы идем и зачем мы идем, потому что если мы идем непонятно куда, непонятно зачем, мы туда, собственно говоря, и придем, то есть, скорее всего, окажемся совершенно в другом месте. То же самое с обучением. Не может быть, особенно на начальном этапе, что-то такое непонятное, то есть, куда я иду, зачем я это учу, а что мне нужно и так далее. То есть, на начальном этапе нам нужно обязательно, во-первых, выявить базовые знания, на которых будет строиться все обучение, потому что у каждой науки, у каждого навыка есть обязательная база. Без нее никак. Дальше на нее уже наслаиваются техники, мастерство, какие-то другие направления и так далее. Но база вам нужна, и вам нужно очень четко определить, что я должен выучить, за сколько, как я это буду учить, какими способами, какими методами и так далее. То есть вот это более конкретизирование цели вам помогает на начальном этапе. Конечно, полностью весь план составлять бессмысленно, потому что, скорее всего, когда вы обретете вот эту базу, вы уже будете лучше ориентироваться, вы будете понимать, в каком направлении вам идти, куда вам идти, зачем, какие учебники хороши, какие видео хороши, какой там профессор понравился, вы хотите дальше читать какие-то учебники и так далее. То есть определенность и конкретизация вам помогают, особенно на начальном этапе. Ну и впоследствии, потому что чем больше вы знаете, тем сложнее продвигаться вперед, и тем как бы вам нужно больше прикладывать усилий для того, чтобы продвигаться вперед, а для этого нужно строить планы, ставить себе цели для того, чтобы к ним продвигаться. И в этой главе автор как раз-таки говорит еще о том, что цели нам нужны для того, чтобы разбивать большие куски на более маленькие, такие, которые мы можем проживать, так как наша рабочая память очень ограничена, то есть мы можем получать информацию только небольшими кусочками, которые мы можем проживать, которые мы должны как бы загрузить в себя и дать время нашему мозгу обработать и так далее. То есть если вы дадите слишком большой пласт информации, она просто не запомнится, она не переработается, это будет пустая потеря времени. Поэтому маленькими съедобными кусочками даем себе информацию, а это помогает, ну как бы это возможно, точнее, только если у вас есть план обучения. И в принципе, кстати, вот эта тема наставничества, она идет сквозь все главы, но есть очень хорошее замечание. То есть наставник – это очень хорошо, это очень полезно. Скорее всего, он уже разделил все на съедобные вот эти куски, он хорошо дает обратную связь и так далее. Но в большинстве случаев мы лишены этой возможности, и хороший, проработанный учебный план может заменить наставник. И третья глава – это развитие. Это как раз-таки логичное продолжение предыдущей главы. И очень важная мысль, как мне кажется, в этой главе является то, что учение – это всегда сложно.
Это всегда достаточно дискомфортный и не всегда приятный процесс. То есть за счет того, что вы постоянно находитесь чуть-чуть вне зоны вашего комфорта, то есть вы куда-то устремляетесь туда, где вы еще не до конца что-то знаете, вы не до конца понимаете, не можете решить задачу и так далее, то это не самое приятное занятие. Хотя это интересно, это зона вашего интереса, то есть вам это актуально и так далее, но это достаточно дискомфортно. В этой главе как раз-таки рассказывается о том, что нужно обязательно развиваться, нужно обязательно выходить из зоны своего комфорта. Как это можно делать? За счет обратной связи. Это тоже очень неприятная штука, когда вам говорят, что вы не знаете, где вы были неправы, где вы ошиблись, но это очень важный момент. То есть, когда вот мы варимся в этом всем обучении, мы теряем связь с тем, что мы перестаем себя адекватно оценивать. Это нормально. Это нормальный процесс. Мы уже не всегда отличаем, что мы знаем, что мы не знаем, где мы хорошо разбираемся, где не хорошо разбираемся и так далее. И как раз обратная связь нас возвращает с небес на землю. Она не всегда бывает конструктивная, объективная, но все-таки она помогает нам приземляться, взглянуть на свои знания, на свои умения с другой стороны и как-то подчеркнуть, в общем, пользу. Еще есть такая методика, как мониторинг. Вы можете вести какой-то дневник своих достижений, результатов. Вы можете себя записывать на видео, на запись голоса, в общем. То есть это зависит от того, чем вы занимаетесь, но вы можете сами себя мониторить. То есть вы можете выявить тот параметр, который вы хотите усовершенствовать, и найдите способ, как вы можете со стороны на себя посмотреть. То есть как вы можете проанализировать себя, свои действия, свои знания со стороны. Сюда же относится тестирование, самотестирование, самопроверки и так далее. Далее идет рефлексия, когда вы самостоятельно рассуждаете о своих знаниях. Это не на 100% как бы объективно, не субъективно, как раз-таки объективно, но это очень хорошо помогает покопаться вообще в себе, разъяснить самому себе какие-то вещи. То есть иногда бывает, что мы, конечно, себя немножечко обманываем, когда мы себе внутри что-то рассказываем, но мы всегда знаем, где у нас зыбкая зона. Мы всегда знаем то, чего мы немножечко не знаем, но мы просто обычно туда не лезем. Поэтому все-таки разрабатываем все эти моменты. Также очень хороший способ для того, чтобы развить свое знание, это ошибки. И некоторые ученые даже нам говорят о том, что идите туда, где вы совершите много ошибок. То есть делайте те задания, которые выше вам по уровню, делайте какие-то проекты, которые, опять-таки, выше ваших знаний. Или вы понимаете, что вроде бы как бы вы хорошо разбираетесь, но идите туда без уверенности, что вы справитесь, потому что это как раз-таки выявит все пробелы, все какие-то зыбкие места. И если вы будете дальше их прорабатывать, будете развиваться. То есть если, конечно, вы столкнетесь с ошибкой или с каким-то провалом, расстроитесь и скажете, что вы вообще не будете этим заниматься, конечно, никакого развития не будет. Но если вы столкнетесь с ошибкой, скажете, я, конечно, немножко того, но я сейчас все переделаю. Следующая глава – это у нас расширение. Здесь мы уже, то есть мы развили свои знания, и теперь мы расширяем для того, чтобы добиться мастерства в каком-то деле, то есть уровня мастера. Вам нужно все-таки, чтобы ваши знания были максимально широкими, то есть максимально прикрепленными к базе, но разветвленными, как бы так сказать. Для этого вам хорошо подходят такие практики, как импровизация, когда вы на базе того, что вы знаете, вы изобретаете что-то новое. Следующий момент – это вопросы к самому себе, такие каверзные вопросы. Знаете, есть вопросы, на которые нет ответа, но на них интересно порассуждать. Вы можете с самим собой, вы можете письменно, вы можете с кем-то поспорить, поаргументировать и так далее. В общем, рассуждать и задавать себе вопросы, которые сложные, которые, знаете, таким подковыркой, с каким-то таким изъяном или не имеющим однозначного ответа, это очень полезно, это вас развивает, это помогает как бы вашим знаниям укрепиться, расшириться, создать новые связи и так далее. Также отдельно можно заняться поиском аргументов и сравнения. То есть вы можете, например, для интереса, для развития занять противоположную точку зрения и попробовать найти аргументы. То есть вы под другим углом смотрите на свои собственные знания, на свои собственные убеждения, вы ставите их под сомнение. Это тоже еще одна из методик. Вы ставите под сомнение все, что у вас есть, все ваши знания. А точно ли это так? А точно ли
я это читал, где-то видел, или это мой личный вывод, а почему я так подумал, а на что это опирается, а почему это верно, а почему это неверно и так далее. То есть вот эти вот все моменты, когда вы с разных точек зрения смотрите на свои знания, это очень полезно, то есть это прощупывает их со всех сторон. Следующая методика – это практическое применение, то, что я тоже всегда очень сильно советую. Это очень полезно, то есть только на практике мы можем реально оценить свои знания, потому что теория – это одно, но когда вот вы реально что-то начинаете делать, применять это на практике, это совершенно другое. Это прям тут же находит все ваши зияющие проплешины в ваших знаниях, все ваши ошибки, все ваши недоученные какие-то моменты, то, что вы не дочитали, не досмотрели и так далее. Это все всплывает очень быстро, поэтому практическое применение – это очень хорошая методика. Еще один момент, о котором я тоже говорила, это очень полезная методика, когда вы думаете о том, что вам нужно будет преподавать это, то есть вам нужно будет рассказывать это другому человеку, а то и другим людям, которые вообще не знают этого предмета. Если вы с этими мыслями пытаетесь что-то выучить, это потрясающий эффект, потому что вы начинаете мыслить совершенно иначе, вы начинаете соображать по-другому, вы начинаете совмещать мысли, то есть понимание предмета, который вы изучаете, выходит на совершенно другом уровне, потому что вы начинаете мыслить совершенно иначе. Следующая глава – это взаимосвязи. Отдельных каких-то техник я не буду здесь рассказывать, потому что они, в принципе, взаимосвязаны с предыдущими, но здесь главный посыл в том, что все ваши знания должны помещаться в структуру, потому что отдельные знания никому не нужны. Это отдельные знания, они никогда не сложатся в мастерство, они никогда не сложатся в полноценный навык, полноценное знание, то есть такое большое, полноценное знание науки, какого-то предмета, еще чего-то. Соответственно, вам нужно постоянно стремиться к тому, чтобы находить вот эти связи между фактами, то есть они не лежат на поверхности зачастую, хотя учебники стараются нам это преподнести, то есть связать немножко, но вы должны самостоятельно к этому постоянно стремиться. То есть вот эти все практические применения, решение сложных задач, ошибки и так далее, они помогают вам найти вот эти вот связи, какие-то аналогии и выстраивать структуру. Здесь очень хорошо, кстати, помогают визуальные всякие штуки, карты, схемы, рисунки, потому что доказано, когда вы физически что-то создаете прямо на бумаге, желательно, чтобы это было на бумаге, ручоночками своими, то это запускает определенные процессы, вы находите эти самые невидимые связи, структуры и так далее. В общем, это очень сильно вам помогает. Соответственно, вам просто нужно об этом помнить, что изолированные знания, они бессмысленные. И последняя, 6 глава – это переосмысление. Самая главная мысль этой главы состоит в том, что когда мы обретаем какое-либо знание, вот мы уже кое-что знаем, кое-что узнали, почитали, посмотрели, мы становимся в какой-то момент очень самоуверенными. То есть мы уже все знаем, нам кажется, что мы уже все знаем, потому что мы уже знакомы с предметом, нам уже проще учиться, потому что у нас хорошая база, мы все так проработали, если вы там создали свои структуры, то у вас появляются какие-то еще интересные мысли, выводы, и мы начинаем как бы тормозиться. Вот почему еще, когда вы осваиваете какой-то предмет, в какой-то момент мы выходим на взлет плата, и это происходит отчасти, потому что вы уже много знаете, и то, чего вы не знаете, не так много, его нужно прям выискивать, эти все знания, и потому что мы уже более самоуверенные, а как только мы самоуверены в своих знаниях, мы перестаем развиваться, мы перестаем ставить перед собой какие-то сложные задачи, какие-то вызовы, в общем, себе бросать каким угодно образом. Мы от них отнекиваемся, нам не хочется, потому что мы уже молодцы, мы уже обрели это знание. В общем, нужно обязательно спускаться на землю, опять-таки, обратная связь, саморефлексия, решение сложных задач. Не знаю, можете где-нибудь поучаствовать в спорах для того, чтобы постараться вытянуть все, что у вас есть, и убедить соперника перейти на вашу точку зрения, еще что-то. То есть вы должны все-таки продолжать бросать самому себе эти самые вызовы, постоянно себе проверять, возвращаться к базе. Опять-таки, автор тоже указывает на то, что когда мы первый раз знакомимся с базой, это одно, это прекрасно, если вы там выстроили структуру, все хорошо, вам нужно постоянно возвращаться, потому что что-то подзабылось, что-то неправильно понялось. Вот эти
базовые знания с точки зрения уже, когда вы кое-что знаете, они открываются совершенно с другой стороны. Это совершенно другие. Как будто вот вы вроде бы это читали, но за счет того, что у вас уже есть какой-то опыт, есть какие-то знания, вы к ним возвращаетесь, вы читаете совершенно по-другому, смотрите, слушаете, воспринимаете это совершенно все другими красками играете, поэтому нужно постоянно возвращаться, нужно себя проверять, нужно не забывать про самотестирование, оценку самостоятельную и так далее. То есть ни в коем случае нельзя как бы ржаветь в этом смысле. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.